Внимание! Данный ролик не является бесплатным пошаговым руководством для дилетантов и носит ознакомительный характер. Все возможные риски, связанные с непрофессиональным вмешательством, владелец техники берет на себя. В ремонте телевизор LG модель 65UJ634V. Дефект – неравномерная подсветка экрана, верхняя треть затемнена. На изображении наблюдаются светлые и темные пятна. Для снятия задней крышки телевизора необходимо открутить 13 саморезов и, аккуратно потянув вверх нижнюю часть крышки, раскрепить внутренние защелки корпуса.
внешним признакам было сделано предположение о том, что в телевизоре неисправен узел светодиодной подсветки матрицы. Для подтверждения предварительного диагноза требовалось матрицу разобрать. Для удобства работы с матрицей предварительно с нее были сняты все навесные модули и акустическая система.
Разбор матрицы следует начинать со снятия обрамления, для чего необходимо выкрутить все винты по периметру, которыми она крепится к корпусу. При снятии обрамления следует внимательно следить за тем, чтобы не сломать клипсы, дополнительно крепящие его к корпусу матрицы. После снятия обрамления планки матрицы со шлейфами следует закрепить на ней с помощью бумажного скотча. Наиболее сложной частью разбора является снятие и установка на место непосредственно самой матрицы, представляющей из себя лист стекла толщиной около миллиметра. Не имея навыков работы с матрицами, повредить это стекло очень легко. Для снятия и установки матрицы требуется использование специального съемника.
После удаления матрицы следует снять рамку, удерживающую пакет рассеивающих фильтров, а затем светоотражающую подложку. Проверка работоспособности подсветки после вскрытия матрицы подтвердила предположение о неисправности светодиодных планок. В частности, половина из них не светилась, а другая половина имела множество диодов, светящихся синим цветом, что говорило об их деградации. Для установки новых планок подсветки матрицы старые были удалены.
Новые планки имеют алюминиевую подложку, что положительно влияет на отвод тепла от работающих светодиодов. Для приклейки новых светодиодных планок используется специальный двухсторонний теплопроводный скотч. Когда все было готово, начался монтаж новых планок подсветки на свои штатные места. После монтажа планок была произведена предварительная проверка работоспособности узла подсветки. Сборка матрицы аналогична процессу ее разборки и производится в обратном порядке.
После того, как матрица была собрана и все модули установлены на место, был произведен замер силы тока питающего напряжения узла подсветки. Выяснилось, что ток подсветки составляет более 500 мА, что является критическим для работы светодиодной подсветки. При таком значении срок службы диодов резко сокращается. Доработка цепи питания узла подсветки матрицы и модуля питания позволила уменьшить силу тока приблизительно на 40%, без каких-либо видимых потерь яркости светодиодов. В то же время это значительно увеличит продолжительность срока их службы. Контрольное включение телевизора прошло штатно. Аппарат нормально включился, экран равномерно подсвечивался, пятен не наблюдалось. На этом ремонт был закончен. Если данное видео оказалось вам полезным, поддержите канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!